И да, подпишись на канал. И про лайк не забудь. О, странно, что ОБС-ка затупила. Я уже думал, зависла и запись не пойдет. Но вроде пошло. Вроде пошло, вроде все работает. Enrage. Бору у нас забанить. Как-то все выглядит очень имбануто. Black Hole, наверное. Которая тоже неплохо смотрится. Сильная способность, которую иногда лучше, конечно, все-таки бы забанить. Рики. Давно не играл на Рике. Давненько. Смоки. Баши. Создает иллюзию, которая наносит урон. Урон иллюзии 60%. Но это за счет таланта. Но зато урон по иллюзии, блин, нормальный. Там 275%. Башики. По-моему, на Рике вообще не имеет смысла брать башики. Лучше уже контроль взять какой-то. Пинг, конечно, жесть. 150. Так, а что у нас там со смоками? Дымовая завеса снижает броню жертв на 5 и запрещает другим врагам выбирать их цели. Ну, смоки очень сильная тема в плане того, что это и сало, и оно работает по области. Ну, то есть, как бы неплохо. Сильная штука. То есть, понятно, что противник, у которого есть способности, он не может находиться в области смоук. А на Рике эта перезарядка снижается, и за счет этого оно бесконечно. Можно развеять. Конечно, это нельзя развеять. Как ты это развеешь? Это просто туча. Просто туча. Чакра. Ё-моё. Чакра Trick of the Trade. По-моему, это бесконечный Trick of the Trade. С чакрой. Жалко, что на Рике, конечно. Такое со спиной герой наносит дополнительный урон, который зависит от ловкости. Нормальное развеивание, минус 3 секунды перезарядки Trick of the Trade, плюс 50 к ловкости от Trick of the Trade. Раньше это было 130% ловкости, поэтому это увеличение урона было огромное для Trick of the Trade. Сейчас Unleash. Но Unleash, конечно, не имба на Giant Strike, но в начале игры пойдет. Сильно. С пингом проблемы. Когда слишком большой пинг, неприятно, конечно. Так, ну... Клака мне нужна, но если я возьму клаку, Trick of the Trade не будет. Надо Trick of the Trade. А еще нужен Аганим. Потому что основной дэмэдж за счет Trick of the Trade, а с Аганимом немножечко больше дэмэджа, чуть-чуть, так прям совсем немножко. Воин это плюс 120% урона. Плюс логично, что если идти в быстрые приемы, то мы можем разогнать урон очень быстро. Но для лейта это слабо, потому что для Giant Strike максимальная скорость атаки 1000. И мы быстро разгонимся, а дальше уже в лейте будет слабо. Но сейчас на рекорд логично, что ты не уйдешь никуда. Там 200 волн и все. Чем быстрее ты разгонишься, тем будет больше дэмэджа. Но ловкость будет больше давать урона, чем скорость атаки. Ну, в лейте. Имею в виду в лейте. Ловкость будет больше давать дэмэджа. Хотя можно взять того же. Можно взять тоже могущество. Или нет смысла брать.
Не знаю. Что-то не знаю. Быстрые приемы хорошо дают скорость атаки, но тем не менее у меня есть Unleash, который добавляет очень много скорости атаки, а это для Giant Strike неплохо по урону. Но вообще ловкость попиже будет. В том плане, что это... В том плане, что это даст мне базовую ловкость, а воин добавляет, соответственно, доп урон. Для Giant Strike это очень круто. Чтобы как-то, по-моему, ловкость добавилась. А, она не вкачана еще. Там она вкачивается... Вторая веха вкачивается на определенной волне. Вроде как писали. Надо посмотреть, на какой. После 15, наверное. Надо протестить. Надо посмотреть. Потому что мне самому интересно, я не знаю. Я не смотрел вообще. Ни разу не смотрел, на какой волне это вот работает. Плюс 50 к радиусу смог скрин. Неплохо. Возьму, наверное, бабочку. Фиатом урона. Нормально. Бабочку возьму, потому что бабочка неплохо так бустит в начале игры. ПТшку я не знаю, не вижу смысла брать ПТшку. Ну, вообще ПТшка 55 к выбранному атрибуту сильно. Пока не добавилось. Если взять здесь, то 35 к ловкости, а там 55. Сильно. Это сильно. Так, у нас получается здесь перезарядка будет 6 секунд, по-моему. Тут уменьшение перезарядки на 6. Но если взять Акторин и взять нетерпеливость 17%, то будет перезарядка чакры где-то секунд 7, наверное. Примерно. Получается, это нужно взять ветра. Трикозатрейд, чакра, трикозатрейд, ветра. Так по кругу. Нет, вот там дэмэджа. Хорош. Ну, сборочка такая какая-то, не знаю, странная, потому что у него Unstable вроде как под магию, но он пошел в физа. Ну ладно. Зато со свирепостью. 0.88. Overpower неплохо смотрится для Giant Strike. Это 400 скорости атаки в начале игры добавляет хороший буст. Но он лишь больше дает. Блин, вот эти False Promise, конечно, жестко. Потому что False Promise нажимаешь, и ты живешь. И если в этот момент ты не пробиваешь противника, то, конечно, тебе кранты. Это логично. Но если в этот момент его на ура пробиваешь, то все, ГГ. ГГ, приехали. Конечно. Единственное неприятно, что скорость атаки, конечно, 1.7. Лучше Фортунис на 20 волне давайте. Но у меня трикозатрейд. Сколько? 1500 урона. А, ну нормально, пойдет.
На 13 волне 1500 урона. Пойдет. О, подожди, я не заметил. Я забыл. На какой волне пошел буст? От второй вехи. Что-то я провтыкал. Хотя, наверное, ПТшку я не буду брать. Ну, типа, это минус слот. Какой смысл? Так, это у нас получается плюс 50 к ловкости. 4000 урона. Уже на 14 под триков с трейдом. Нормально. Вот здесь было видно, что пробитие... Оно как бы присутствует, но такое прям еле-еле. Могучесть, а сколько там дэмэджа? 210. Дэмэдж есть. Врожденка странная. Здесь что за врожденка? Доп восстановление здоровья, доп броня, доп скорость передвижения, доп урон. Ну такое. Я думаю, Рики сильнее под брошкой, если идти в магию. Или все-таки сильнее через криты? Наверное, через физу и криты. Ну, смотря что за противник. Да, это долго будет. То есть он под первым скиллом всю ману себе выжигает. Тут, кстати, по ставкам все прекрасно, прям превосходно. Вот эти люди, которые играют через фокус, они по сути просто бустят себе ММР, потому что через фокус проще всего играть. У тебя есть все. У тебя есть попадание, у тебя есть скорость, у тебя есть урон. Больше в этой игре, можно сказать, ничего не надо. Главное, чтобы способности были неплохие. По способностям здесь неплохо. Во-первых, есть баш, который добавляется от скорости передвижения неплохо. Предметом что-то он вообще ничего не берет. Он просто зашел и ушел срать или что, я не пойму. Или куда он ушел? 2200 рейта. Или он фармит. На что он фармит? Или он вообще забыл, что он в игре? Не шотнул. Ну, если бы кританул, его бы шотнул. Тут можно просто через дальность каста работать. То есть ты есть хекс, ты кастанул, Рико затрейд и все. Но понятно, что если есть айн-диск, то тогда лучше нулифайр. Ну или какое-то развеивание айн-диска. Но крит через основной дэмэдж обязательно брать. Потому что крит это плюс x2 дэмэдж. То есть, к примеру, у тебя есть там условно 500 урона. Бам, уже в 2 раза больше. А тут, тем более, на последнем левеле прокачки это не 200% урона, а 225%. То есть это вообще жесть, это x4 дэмэдж. С критами ДПС увеличивается в небеса, просто вот реально в небеса. Не знаю, ГОСТ зарешает или не зарешает. Ого.
Плюс 0,3 к урону за единицу ловкости, бэкстеп. Ну, вообще, инвиз, мне кажется, неплохо смотрится. Потому что инвиз добавляет урон в спину, а это урон за единицу ловкости 1,6. Жалко, что, конечно, трикострейт пофиксили. О, хорошо, хоть Фортунис на этой волне. Быстрее убью хотя бы. Так. Урон, скорость. 15 крона, 15 скорости атаки. Ну, пойдет. Так, 9 секунд. Уже шотает. Ну понятно, там по трико за трейдом 5400 плюс 370. 6000 урона. Так, а здесь у нас 9 секунд. Ну да, будет где-то 7 секунд с нетерпеливостью. Шарах-бабах, и нет его. Лол. Ты что, и крит вылетел? 6200. Ну да, получается, что если бы я бил сквозь броню, то там вообще была бы жесть. Сколько? 20 брони. Мне интересно, как можно сейчас сделать уронов на Кнайсе 100%, чтобы шотать. Мне кажется, никак. Я думаю, это была бы жесть. Там 28% физического урона. Урон просто космический. Воин крещендо. Страшные люди. С этими вашими омни-слэшами. Но я могу заэвейдить трико за трейдом. Омни-слэш я могу заэвейдить. То есть он нажимает на тебя омни-слэш, ты уходишь в трико за трейд и все. Главное БКБшку нажать, чтобы под салом ты мог нажать. Вдруг сало тебе в голову прилетает и все. Что делать? Семен Семенович, да? Бабах. Так, смотрим, сколько перезарядка. 7,5. Нормально, тут 5,6. Блин, он жирный. Фиг пробьешь. Подожди, я ему по нему что, промахивался? Ну да. Тоже, да, вот 16%. А мисс. Год? Не. Какой там год? Он меня мог спокойно убить. Тем более у него есть сало. Нажимаешь сало и все. Трико за трейд я уже не уйду. Чего? Серьезно? А, это классическая игра на Огр магии, когда у тебя есть магус, которого нафиг не нужен, и есть талант. Шанс 17% применить Fireblast. Жестко. Если бы это еще работало сквозь БКБ,
Это была бы жесть. Ваншот. Вот и баши прилетают. Неприятная тема эти ваши баши. Что он там взял себе вообще? Ну такое. Набор неинтересностей. Попадание нужно обязательно. Так, нормальное развеивание под триков за трейдом пойдет. Две тычки. Две тычки, и Рошанчик испарился. Думаю, увеличение исходящего урона как раз неплохо. Больше увеличения исходящего урона, быстрее буду проходить крипов. Ну и тем не менее буду сильнее дамажить по противникам. Хотя бы. Ну, вообще, как бы логично, что Рики через Giant Strike жестко, но и можно законтрить легко. Да. Без БКБ против него драться невозможно. Тут бы еще Аганим закупить. И... Ну, близко. Ставки плюс 14 тысяч. Где мой... Ну, вы поняли. Забыл, как она называется. Давно не играл. Так, тут еще нужно на крипов, соответственно, что? Правильно. Девастатор. Да, бесконечный тригозатряд — сильная тема, конечно. Ну, тут написано, длительность smoke screen 6 секунд, перезарядка 5. Соответственно, тут 5,6, то есть ты уже можешь нажать практически сразу. То есть ты нажимаешь 2 секунды длительности, небольшой КД и опять нажимаешь. А чакра вообще позволяет нажать сразу. Но если ты нажмешь чакру, если не нажмешь, то уже проблема. Поэтому я и держу БКБ, чтобы была возможность нажать. Ну вот, все, баши. Он не дает возможность себя ударить, и все. Насколько же баш имба? Если ты играешь на физе против физа, то, соответственно, баш тебе в любом случае нужен. Это нереальный контроль. Ну, это если ты пробиваешь противника. Если ты не пробиваешь, и у него, допустим, есть обратка, то он может тебя убить легко. Так, нам надо обязательно девастатор. О, блин, ну опять почти. Но ставки идут, конечно.
ставки идут, и это заметно. Лол. No, КД. У меня просто КД... No. Нет, его нет. О, Сноубол. Сноубол также имеет небольшой КД, его можно нажимать, и это неплохо. Минус армор. Ну, пинг вообще ужасно. Просто реально пинг отвратительный. Так, тут вроде миссов нет. Можно без МКБ. Шарах-бабах, и нет его. Лол. Можно сделать вот так. И крипов шотать на ура. Сейчас, мне кажется, будет просто ваншот. Что-то в него не верю. Ну да, ваншот. Эх, почти, блин. Ощущение, как будто он не то что не пробивал, а не попадал. Хотя МКБ есть. Вот она ставка в минус. Ну ладно, не страшно. О, ваншот. Получается, из-за того, что пинг большой, оно кажется, как будто урон прям с задержкой проходит. Ну да, 150 пинг, это ужасно. Где дэмэдж? Не понял, что это было. А где урон был? Че-то я вообще не понял. Так, 200 скорости атаки нам не надо. Ну ладно, урон не дали, пускай будет дальность атаки. Ого, я отсюда могу бить аж
Я же до него. 1800 дальность стаки. Жесть. Black Lotus. БКБ. И дуэлька. Ну, понятно, что дуэлька, по идее, в теории, должна зарешать. 107 тысяч урона X3. Что так много? Тут еще этот герой уникален тем, что он постоянно с каждой атакой бьет Варлу с панчем. То есть эти 12%, когда у тебя огромная скорость атаки, вырастает как будто в 100. То есть, к примеру, там, допустим, 4 удара, один удар баши. Неприятно. И что это было? Ай-яй-яй! Неубиваемый снайпер. Неубиваемый снайпер. $37 тысяч крит. Ну да, Рики получается, что когда ты находишь Giant Strike на Рики, это уже потенциально игра в лейт. Но тут еще стоит учитывать, что бывают способности не очень. За счет этого далеко не проходишь. Либо противники жесткие. Когда ты получаешь проклятие, любой герой уже потенциально далеко не пройдет. Но если у тебя все хорошо по золоту, неплохие способности, то на Рике через Giant Strike, тем более если ты не получаешь проклятие, он далеко пройдет. Очень. Сейчас не знаю, конечно, но примерно 80 точно пройдешь. Тем более на крипах неплохо смог смотрится тем, что это 75 шансов ворота, 75%. То есть у тебя база 35 плюс 75 тут, все. Страшно. В кнопках запутался. Оно бывает так, потому что либо ты спешишь, либо оно еще плюс лагает. Вдобавок, и все. Тут в этой игре, когда ты путаешься в кнопках, это абсолютно нормальное явление, из-за того, что это не стандартная дота, и тут раз, два, три, четыре, пять, шесть кнопок, допустим, да, и там 4 еще и предмета. Это ж жесть. И каждая игра своеобразная, постоянно. Одна такой игры не может быть повторной. Короче, сложно. Здесь не знаю, надо брать увороты, не надо.
Блин, у меня вообще кнопки не нажимались. Называется поспешишь или не смешишь. Тут я все неправильно прожал, потому что лаги, я же говорю, что и хотел быстрее нажать сноубол, но в итоге я нажал и тут же сразу его кинул. Тут нужно нажать и ждать, логично. Короче, протупил. БКБшку не нажал, ну ладно. Тем более мне уже надо уходить, блин. Быстрее буду завершить. Короче, там ГОСТ. Понятное дело, что против этого ГОСТа нужно что-то. Либо нулифайр, либо что-то еще. Но зачем нам это нужно? У нас так все неплохо. Даже если я проиграю, это абсолютно не важно. В моем случае. Тем более, какой смысл пытаться выигрывать чела, который играет на победку? Я не играю на победу, я пытаюсь просто поиграть. Сейчас мне вообще нет желания проходить куда-то там, пытаться что-то делать. Реально зачем? Теперь меня и подавно не увидят. Я понимаю, как его убить. Но опять же, он может нажать на тебя дуэль. И все. В этом случае я его не убью. Реально, в этом случае я его не убью. Блин, тут опять гем надо покупать. Нормально. Да блин, опять. Блин, еле-еле, капец. Страшные люди. Там писечку я не достал первый раз. У него такая скорость передвижения, что... Можно, получается, на сноуболе подлетать, и только тогда вблизи пытаться трикозатрет нажать. А так он просто отходит и все. То я себе шотал. Но основная проблема то, что я не могу шотнуть. С таким-то дэмэджем. 14 тысяч урона. Охренеть, у него 4 проклятия, ему пофиг. Ему норм. Ну понятно, у него Untouchable, его не пробивают. У него Twin Strike, анимация и неплохой дэмэдж с руки. Правда, не поймет, зачем он силу пошел. Вот вам и смог скрин. То есть он кнопку нажать не может.
есть понятно, что дуэль он против меня не даст. Ему нужно БКБ нажимать в смоук-скрине, и тогда только он может дать дуэль. Ну, тут бы, если бы я не жрал ловкость, меня бы быстро пробивали. А так у меня хотя бы есть ловкость. А это плюс броня. Ух, эти баши. Мне интересно, а сколько нужно проклятий, чтобы он сдох? Как же он живет? 4 проклятия. Да, пробивают крипы, логично. Брони немного. Но проходит уверенно. Ну, 2000. Я сделал 2000. 60 тысяч урон, 2000. Будет прикольно, если он еще выиграет. Реально будет прикольно, если он еще выиграет. Да, он же там реально миллиард залетает. Просто миллиард. Я реально, вот сейчас смотрю на возборку и не понимаю, зачем ему хедшот. Ну, типа, реально зачем? Блин, ну был бы талант, конечно, на урон, было бы вообще жесть. Сейчас было бы не 14, думаю, 1018, а то и 20, наверное. Трико за третьим 854 ловкости. Но здесь неплохая игра, потому что и способности относительно хорошие, и по игре все неплохо. Баш. Похоже, эти баши, ё-моё. Имба. Имба не контрится. 6-е проклятие. А сейчас ты отлетишь? Да, сейчас он отлетает. А, не умер, отхилился. Нормально. Живем. Но 70 он точно не пройдет. Мне кажется, у него уже проблемы. Блин, ну 6 проклятий, ёп, красота. 73%. Снижение урона 73%. И 280% увеличено по нему урон. Кажется, его просто шотнуть должны. Реально просто должны шотнуть. Они его не шотают. Слабые крипы. Эй! Блин, ё-моё, тут осталось. Но это бы он волну 100% не прошел бы. Просто никак. Ну, снайпер, мне кажется, пройдет. Ему главное Бруду убить. А, нет, не проходит.
Сколько ж у тебя брони? Ого. Ну да, он пройдет. Жестко. Unleash уже не добавляет дэмэджа почти. Чуть-чуть. О, сейчас сплэш появился от клифа. И прям вообще зашибись. Бум-бум-бум-бум-бум, гриппов нет. Хотя это всего лишь вот 900 урона всего. Ну, ты почти 1000. Ну, можно сказать, ни о чем почти. Как мне это существо пробивать, я вообще хз. Мне кажется, БКБ против него бесполезно абсолютно. Не, я его не пробиваю. Я его попасть не могу. Из-за того, что он убегает, я не могу попасть. Да какой там потнич? Это просто, я же говорю, что игра на то, что попасть или не попасть. Если попадаю, убиваю. Если не попадаю, ну просто я туплю, потому что я давно не играл. Да и тем более мне уже уходить надо, я особо не стараюсь даже. Но то, что там потнич, нет, это просто чел, у которого фокус. Все. Реально, просто чел, у которого фокус. Как бы ничего. Не, я не могу кнопку нажать, я не нажимается. Какое там сало? Откуда сало? Там сало вылетает. Я что не понял, откуда сало? Подожди, откуда сало вылетает? Это из-за таланта, что ли? Там реально сало вылетает. А, нет, это не сало, это баш, скорее всего. Да, это не сало, это баш. У него еще даже неприятная херня, когда он меняется местами. Это просто реально какая-то имба. То есть он тебя бьет, ты меняешься местами, и ты не можешь ничего сделать, абсолютно ничего. Он еще и башит. Жестко.
Реально не могу нажать кнопку. Реально не могу нажать кнопку. Лол. Я реально не могу нажать кнопку, она не нажимается. У него еще дальность атаки такая, что позволяет просто бить сдалека и все. Офигеть. Ну, то есть ты просто в один прекрасный момент умираешь. Потому что и баш, и, соответственно, ты нажать кнопку не можешь. Основной дэмэдж трико затрейд. GG. Победили силы тьмы. Ну, тут видно, что хороший показатель и Рики, из-за того, что есть и хорошая игра, проклятие ему не помеха. ГГ.